Счастье, счастье, королевского счастья. Слышу королевское счастье. Вижу Розану. Ставлю королевский лайк. Ну что, мои хорошие, добрались мы до июля. Девы, королевы, спинка ровно. Мысли приводим в порядок, потому что мысли путаются. Ну, потому что ваш Меркурий. Меркурий. Смотрите, что происходит в июле месяце для знака зодиака Дева. Сам по себе Меркурий, мы знаем с вами, это энергия жизни. Куда Меркурий, туда направление твоей жизни. У Дев, еще раз и еще раз, ваша мысль очень цепкая. Ваш Меркурий очень давящий, уверенный, стабильный. Он настоит на земле. Это не такой Меркурий, который у близнецов легкий. У вас другой энергии Меркурий. И так как он в этом месяце будет активно агрессивный, настолько активно агрессивный, что ваша мысль, вот она может появиться, вот она может забраться, и вы от нее, и никак, и вот оно, и вот, понимаете, поэтому весь месяц сам по себе Меркурий вымотается, устанет. Вот так вот то, что происходит с мыслями. Мысли путаются, мысли лезут, но всегда, девы, королевы, знайте. Сама по себе энергия мысли вашего Меркурия, вообще Меркурия, это как камни. И чем ты быстрее избавишься от этих мыслей, тем ты легче становишься, освобождаешься. Те девы, которые носят на себе лишний вес, набрали в какой-то период и носят на себе лишний вес, это ваши мысли. И тяжело очень с ними расстаться. Но только стоит деве ход мыслей поменять, меняется все. Абсолютно отпускает жизнь и меняется все. Итак, мы смотрим. Меркурий сделает в этом месяце 3 транзита. До 5 числа Меркурий находится у себя дома в знаке зодиака Близнецы. 5 числа делает транзит, переходит в знак зодиака Рак. И он там такой чувствительный, такой нежный, такой обидчивый Меркурий. Сложно что-то сказать. Реагирует очень тонко, болезненно, обижается, расстраивается. Вот такой Меркурий. Затем 19 числа, это все в один месяц, 19 числа Меркурий перебирается в знак зодиака Лев. Амбиции. О себе заявить, о себе сказать, себя презентовать, себя показать, себя о себе к себе для себя. Это все вот в один месяц. Вот такой ваш управитель. Пока будет находиться еще у себя дома в знаке зодиака Близнецы, сделает 2 числа. Вот 2 числа делает 2 аспекта. Один аспект – прекрасный трин с Сатурном. Сатурн находится в ретрограде. И тут же конфликт. Этот же Меркурий сделает квадратуру, выстроит к Нептуну. Что это для вас? Но так как находится он у себя дома, по своей энергии он легкий. Поэтому, может быть, вернуться к вам откуда-то из прошлого все, что связано с Сатурном. Это карьера, это работа, это экзамены, это ответственность. То, что откуда-то оттуда может вернуться, так как это ретроградный Сатурн. И люди из прошлого. И немножко люди, которые постарше вас или авторитетные какие-то люди, они появляются о себе и заявляют. Так как это
гармоничный трин, то вы узнаете очень хорошую информацию. Этот человек может объявиться, может быть, с кем-то когда-то вы работали вместе. Этот человек может откликнуться, пригласить вас на работу, позвать к себе, временно какой-то заработок даст. Или просто даст о себе знать, захочет с вами поговорить, встретиться, увидеться. У него есть какие-то, может быть, для вас хорошие новости. Если это кто-то из выше, вот какие-то из выше организаций, это может быть кто-то на государственном уровне, это какого-то, может быть, из министерства. Тоже получаете вы информацию, либо документы какие-то нужно предоставить, либо самому туда нужно явиться, подпись сделать, либо на службу вас хотят пригласить, на службу государственную, и с вами будет назначено интервью. Но тут же в этот же день вы узнаете, что этот же Меркурий сделает квадратуру с Нептуном, ну что вот пелена какая-то спала. Вполне может быть, знаете, как это мы свяжем? С прошлой что-то с какой-то либо работой связано, либо учебой, либо вы где-то с кем-то когда-то вместе жили или бизнес вместе делали. Появляется этот человек, а вы знаете, что, ну, например, этот человек не должен был предоставить какие-то документы, какие-то доказательства. И выходит, у вас пелена спала, выходит наружу. Или вы встречались с кем-то человеком, у вас завязались отношения, и вы уже с ним вместе давно, вы узнаете, что у него есть ребенок, о котором он вам не говорил, или есть какие-то обязательства, которые тоже вам не говорил. То есть вот такое вот, как будто бы что-то хорошее, и опять по Меркурию вот такая вот ясность, четкость становится, ты иллюзию какую-то убираешь, пелена с глаз слетает, и ты узнаешь то, что тебя не очень устроит. И опять Меркурий, и дальше 5, 9, 14, 2 транзита, 2 аспекта, по 2 аспекта. Но вот Меркурий 9 числа, мало того, что он сделает квадратуру с Нептуном, так он еще и этого же 9 числа сделает соединение с Лилит. Вот здесь вот, знаете, это вот вылезет, хотя я всегда говорю, что нет для дев, девы, во-первых, очень чистоплотные, пунктуальные, аккуратные и не сплетники. Но когда на вашем примере вы видите, встречаете человека абсолютно другого, который и не пунктуальный, и не аккуратный, и еще и с таким Меркурием, не королевским, это первый уровень знака зодиака Девы. Есть всегда, говорю, 2 уровня, 3 уровня. Но 3-й уровень — это когда ты достигаешь совершенства, а людей совершенных на Земле нет, потому что когда ты духовно высоко вырастаешь, ты уходишь в другой мир, тебе здесь уже не интересно. Но есть, существует 1-й и 2-й, то есть опуститься вот до этого уровня, и это иногда может вот такое вот соединение с Лилит. Лилит находится в знаке зодиака Рак и делает соединение с Меркурием. Такое, знаете, любой аспект с Лилит — это всегда такая, как маленькая поиздеваться, маленькая такая подтрунить, с кого-то с кем-то стравить. Да, это не уровень королевский, да, это не уровень Девы. Но вот такой вот, чтобы вы просто на это не попались. Кто-то, что-то, чего-то захочет на какую-то такую вот вывести вас на разговор, спровоцировать вот это. Нет, нет, нет. Не опускайтесь до этого. Ну, Меркурий опять делает прекрасный секстиль с Ураном. 14 числа Меркурий будет находиться в знаке зодиака Рак, очень чувствительный, очень ранимый, делает чудесный секстиль с Ураном. Неожиданно, случайно, вдруг что-то такое в кругу вашей семьи происходит. Вполне может быть, узнаете о пополнении вашей семьи. Или очень хорошую сделку в семье у вас делаете. Какая-то недвижимость родителей ваша, может быть, соединяете, либо сделка хорошая, домик продали, дачу поставили на продажу, либо на покупку что-то. Ну, что-то очень такое вот хорошее, неожиданное, случайно, то, что давно у вас уже такое в воздухе висело, может решиться этот вопрос при таком аспекте.
Ну и в конце месяца, я про Уран, про Меркурий все говорю, делает опять с Ураном сначала гармоничный аспект в середине месяца, а в конце делает квадратуру, а Меркурий уже во Льве. Ну о чем это все? Нагрузку будете чувствовать. Вот знаете, будете говорить, голова не очень ясная, ногам покоя не дает. Не очень ясная голова, жизнь бьет ключом. То есть вот все будет отсюда. Этот Меркурий вот сам по себе измотается за этот месяц. И девы, и близнецы попадают. Это ваш управитель. Вот он вас тоже измотает. Поэтому да, мои хорошие, понимая, что сам месяц вот такой, вы мысли все абсолютно, которые будут к вам приходить, особенно если эти мысли, ну такого, скажем, минорного характера, разочарованного характера, такого негативного характера. Вот это все от себя гоните. Да, месяц пройдет. Месяц такой переломный, информативно переломный. Мы с вами узнаем, мы с вами услышим, как на мировой арене, так и у себя вот внутри, в своей жизни. Какой-то перелом наступает. Ты после этого месяца, ты вступаешь как в другую фазу. И ты понимаешь, к чему все это идет, куда ты выходит, куда тебя выводит жизнь. Вот только вот этот месяц таким вот переломным становится. Поэтому чуть-чуть немножко эти свои мысли попридержать. Вот знаете, для вас такой активный Меркурий, для вас это знание жизни, вот так скажем, мудрости, вы можете эти мудрости собирать, вы можете их фиксировать. Вы такие более глубокие, основательные, вы копаетесь, вы разбираетесь, вы чувствительность такую, поглубже все, поосновательнее у вас работает Меркурий. Так вот, для вас мудрость — это не вот в словах, которые все вокруг вот этот Меркурий, не в этом, а мудрость, как ты живешь. Вот не мудрость, ты эти слова слышишь, вот эту вот активность, агрессивный Меркурий вокруг тебя. Нет, это не это. Не в этом суть Меркурия. Для вас мудрость — это как ты проживаешь. А ты проживаешь от своей головы. Девы проживают от головы, как козероги. Покоя не дает здесь. Всему покоя не дает. Поэтому очень-очень хорошо с этим делом разберитесь. Это нагрузка по Меркурию. Поэтому да, вы должны понимать и на это реагировать как-то немножко таким замедленным ходом, не моментально, замедленным ходом. Вот он пройдет этот аспект, вот пройдет еще один день, вот пройдет еще что-то. Тогда я буду какие-то принимать решения или какие-то вести разговоры. Полнолуние будет 13 числа в знаке зодиака Козерог, такое стабильное, вы знаете, стихия одна, земная. В знаке зодиака Козерог, где сделать нужно выводы, вот точно. И, кстати, очень хорошо всегда, достаточно хорошо выводы делает Дева. Вы по своей жизни, вы выводы делаете, и потом их применяете как опыт. Вывод – это опыт. Ты всегда, так вот, такое полнолуние – это абсолютно сделать какие-то выводы. Не итоги подвести черту, что-то закончить, в чем-то определиться. Нет. Да, это все сделать, но сделать самое большое – это выводы. Ну а 28 числа будет новолуние. Новолуние будет в знаке зодиака Лев. Очень амбициозное, хорошее полнолуние. И оно будет в конце месяца. И уже в конце месяца вот здесь вот прекрасно, чудесно. Уже месяц будет заканчиваться. Меркурий в конце концов вздохнет, отдохнет, расслабится. Уже будет идти на другую энергию. Здесь вы уже прекрасно, чудесно. Можно амбициозные такие планы строить. Потому что по новолунию во Льве ты строишь планы, и ты обязательно
увидишь результат. Вот эти планы растут, эти планы осуществляются. Даже на новолуние такое прекрасное во льве можно даже загадывать желание. А мы с вами до тех пор, пока есть желание, пока ты мечта есть и желание есть, вот этот стержень ты свой держишь. Что такое стержень? Это ты думаешь, ну вот еще сбудется, ну вот у меня получится, вот я до этой цели дойду, вот я. То есть ты мечтаешь. И пока ты мечтаешь, всегда мечтайте, всегда желайте что-то, всегда держите в голове какую-то мечту свою. Это поддержит ваш стержень. Ну что еще? Давайте посмотрим, где будет находиться Венера. А Венера будет находиться до 18 числа, находится в Близнецах, ей там очень хорошо и комфортно. А с 18 переходит в знак зодиака Рак. И всего 3 транзита по Венере. 3 транзита, не 3 транзита, 3 аспекта делает Венера в этом месяце. И они все 3 буксуют. Квадратура с Нептуном, квадратура с Юпитером, малое счастье конфликтует с большим счастьем. Так, знаете, захочется вот пофилософствовать в жизни. Ну что, дать этой жизни какую-то вот философию, найти какую-то справедливость. Хотя в жизни нет справедливости. Жизнь несправедлива. Ты не можешь найти оправдание событиям, которые иногда происходят в твоей жизни. Именно в жизни это не кто-то тебе, а сама жизнь какие-то тебе преподносит. Это нет. А вот на таких аспектах, когда еще и квадратуру выстраивает малое счастье с большим счастьем, то есть Венера и Юпитер, ты хочешь найти вот эту справедливость, философию жизни. То есть все немножечко вот в таких тонах в этом месяце. Ну, из-за того, что Меркурий такой. И тоже в конце месяца еще и соединится Венера соединится с Лилит. Здесь Меркурий соединится в начале, а в конце опять на Лилит цепляйтесь. Поэтому если какие-то почувствуете со стороны провокации, кто-то, допустим, скажет, ой, как ты поправилась, тебе так нехорошо, вам неприятно, то, отреагируйте по-королевски. Как поправилась, так и похудею. А мне нравится. Желаю и тебе так же выглядеть, как я. То есть по-королевски отреагируйте. Но вот эти провокации, вы будете их немножко чувствовать. Потому что здесь Венера с этой Лилит, а здесь Меркурий в начале месяца тоже с этой же Лилит. Как-то немножко, как будто чуть-чуть вот прям, знаете, завести деву, чтобы она на вот этот уровень, вот туда чуть-чуть спустилась, и тут уже все выплеснуло, все, что она дозрела, нехорошую вот эту энергию выплеснуть, а она абсолютно не нужна. Во-первых, ее собирать не надо. Во-вторых, нехорошую энергию ты выплеснул, и куда? Она тебе вернется. Всегда, когда ты отдаешь негативную энергию, что ты получаешь? Конфетку? Аромат духов? Ты получаешь негатив. Поэтому она абсолютно никому не нужна. Но провокации на нее будут. Вот так, плюс-минус вот такой месяц. Что, мои хорошие, держим королевский стан. Месяц ни о чем. В плане того, чтобы кто-то меня спровоцировал, кто-то меня подтронил, что-то как-то. Нет, нет и нет. Вот так, на троне как сижу, так и сижу. С короной на голове. И ни на какие провокации поддаваться не буду. Да, контролировать буду мысли и ход мыслей. Вот эту свою вывод и мудрость не в мыслях, а как я проживаю, как я реагирую, как я, реакция какая. Королевское вам счастье, королевский лайк. Бесконечно вас обнимаю. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки, за просмотры. До следующих видео. Обнимаю вас.